Всем привет! Как вы уже знаете, недавно вышла бета-версия моей игры Bat in Bandage. Я уже записал 5 роликов про ее разработку, и настало время подводить промежуточные итоги. Бета-версию я в первую очередь выпустил для того, чтобы оценить, насколько интересный геймплей в игре получился. Все-таки сложно полагаться на свой опыт. Заодно я решил оценить модель монетизации. Способна ли игра себя окупить с помощью рекламы или же делать ее платной? В общем, давайте вместе посмотрим на результаты. Я хочу вам показать, сколько я заработал на игре в Play Market. Пиар игры и установки. Начать стоит с того, что игру я сильно не пиарил. Весь трафик только с YouTube канала и ТикТока, поэтому большого числа установок я не ждал. За первые 5 дней игру скачало 500 человек, а еще через неделю установок было 1000. На данный момент их 1600. На ютубе видео про выход игры набрало 2200 просмотров, а на тиктоке их в сумме в 10 раз больше. В итоге трафик установок разделился примерно пополам, хотя я поздно подключил счетчик переходов с каждой платформы и могу ошибаться. Вот, например, количество кликов с 2000 просмотров в тиктоке. В общем, меня платформа порадовала, я всего лишь публиковал нарезки из видео на ютубе. Реклама в игре. Рекламу я разместил следующим образом. Так как игра хардкорная, проигрывать будут часто, поэтому я дал возможность возродить игрока за просмотр рекламы. А еще разместил межстраничное объявление, которое показывается после проигрыша или выигрыша, ну и ограничил количество показов до 1 раза в 3 минуты. Также я объявил конкурс на гемы, поэтому решено было давать 25 гемов за просмотр рекламы. Да, я хитер. Итого в игре 3 рекламы: возрождение, гемы и межстраничное объявление, которое можно пропустить. Количество контента и удержание. Уровней было всего 10 штук, зато из-за сложности некоторые проходили игру несколько часов. Не представляю, что будет после релиза, когда контента будет в разы больше. Что насчет удержания? В первые дни плейтайм был 20-25 минут. Теперь, когда большинство игроков уже прошли игру, он составляет 9-10 минут. То же самое с количеством активных пользователей. Раньше в игру заходили 300 раз в день, сейчас 30-40. Я понимаю, что игра получилась нереиграбельной, но и на что-то другое я не рассчитывал. Оффлайн игра с 10 уровнями все-таки. Заработок. Может показаться, что я показал мало статистики, но на игре всего 1600 установок, думаю, не имеет смысла долго разглядывать. А теперь переходим к заработку. Итак, за 40 дней игра принесла чуть больше $18. Сейчас она приносит по 5-10 центов в день. Я даже почти окупил траты на ее разработку. Нет, 1000 часов моей жизни мне никто не вернул. Когда я начинал заниматься геймдевом, розовая птица мне говорила о миллионах. Ну что ж, вот вам и инди-геймдев. На самом деле ничего большего я и не ждал. Во-первых, это только бета. Во-вторых, всего 1600 установок. Для такого количества игроков это норм. А еще в игре очень мало контента, поэтому долго в нее не играли. Изучая всю эту статистику, я пришел к тому, что в игру нужно добавить не только новые уровни, но и прокачку персонажей и бесконечные режимы. Сейчас проект заморожен. Летом я хочу заниматься только ютубом, поэтому скоро будут еще ролики. Пишите в комментариях, сколько вы уже гемов накопили, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Пока.